Это произошло в безмолвной котловине на севере Казахстана, где группа археологов из регионального университета вела стандартные полевые работы. Ничего необычного, несколько горизонтов песчаных отложений, кости древних животных, следы поселения эпохи бронзы. Но в один из дней лопата аспиранта задела то, чего там быть не должно было. Из земли показался фрагмент кости размером почти с человеческое предплечье. Сначала решили, что это останки крупного мамонта или древнего тура, но чем глубже шли раскопки, тем очевиднее становилось, что находка не имеет отношения к животным. Постепенно перед исследователями открывался человеческий скелет, но совершенно аномальный. Рост существа, судя по пропорциям, превышал 3 метра. Челюсть отличалась чрезмерной массивностью, суставы были утолщены, а плотность костей заметно превышала показатели современного человека. Когда извлекли череп, в лагере повисла гнетущая тишина. Глазницы оказались непривычно широкими, лоб резко покатым, а зубы — огромными и идеально сохранившимися. Руководитель экспедиции, профессор Александр Мельников, поначалу не поверил увиденному. За более чем 40 лет работы в археологии он никогда не сталкивался ни с чем подобным. Было принято решение не придавать находку огласке до завершения лабораторных исследований. Кости бережно упаковали и отправили в Алматинский центр антропологических исследований. Вечером, за чаем в палатке, один из студентов в шутку произнес: «А если это те самые великаны, о которых рассказывают старые степные легенды?» Все рассмеялись, но профессор не поддержал веселья. Он слишком хорошо понимал, что любая легенда редко возникает на пустом месте. Через несколько дней поступили первые данные радиоуглеродного анализа. Возраст костей оказался значительно больше ожидаемого — около 12 тысяч лет. Это относило существо к концу последнего ледникового периода. Но, согласно всей современной науке, людей таких размеров в то время просто не существовало. Когда информация дошла до Министерства культуры, в лагерь прибыли представители из Астаны. Они потребовали немедленно прекратить работы и передать все находки государству. Официальное объяснение звучало уклончиво. Находка якобы имеет исключительное национальное значение и нуждается в особом контроле. Команда Мельникова чувствовала, что за этим стоит нечто иное. Кости вывезли под охраной. Профессору разрешили присутствовать при дальнейших исследованиях, но только при условии строгой конфиденциальности. В лаборатории, когда начали извлекать ДНК из фрагмента бедренной кости, специалисты ожидали увидеть типичные маркеры древнего человека — Homo sapiens, или, в крайнем случае, неандертальца. Однако результаты оказались невозможными. Генетическая структура не совпадала ни с одним известным видом человека. Более того, отдельные участки ДНК вообще не имели аналогов в существующих базах данных. Они принадлежали чему-то неизвестному. В тот вечер профессор Мельников долго стоял у окна лаборатории, глядя на ночной город. Он осознавал, что столкнулся не просто с редкой находкой, а, возможно, со следами иной ветви человечества. Но самое странное началось позже. На второй день исследования пришлось приостановить. Образцы начали разрушаться прямо во время анализа, словно что-то внутри материала сопротивлялось вмешательству. Тогда в лаборатории впервые появились тревожные разговоры. Кто-то утверждал, что видел, как на поверхности кости проступили капли влаги, хотя помещение было сухим и холодным. После этого лабораторию временно закрыли, а всех сотрудников обязали подписать документы о неразглашении. Мельников пытался добиться повторного допуска, но получил отказ. В тот же вечер к нему подошел молодой лаборант по имени Тимур. Он выглядел испуганным и говорил тихо, почти шепотом, утверждая, что результаты тестов были изменены. Тимур уверял, что первоначальные данные ДНК не совпадали ни с неандертальцем, ни с животными формами. Они были слишком близки к современному человеку,
но с ключевыми отличиями, которые не должны существовать. Профессор отнесся к словам скептически, однако Тимур показал ему распечатку первичных анализов. В строках, где должны были находиться стандартные человеческие маркеры, располагались странные последовательности, напоминавшие фрагменты вирусного кода. На следующее утро распечатка исчезла, а сам Тимур не вышел на работу. Сообщили, что он уехал к родственникам, но связаться с ним никто так и не смог. Мельников понял, что события вышли за пределы науки. Спустя неделю он получил официальное уведомление. Проект закрыт, все материалы засекречены. Однако внутри конверта находился еще один лист без подписи. На нем было написано «Ищите на востоке у гор». Там было не одно тело. Мельников собрал небольшую группу из 3 надежных студентов и под видом геологической экспедиции отправился в горный район неподалеку от Семей. В старом карьере, изрезанном трещинами и выветренными склонами, они начали раскопки. Уже на 2-й день под каменными плитами обнаружили останки 2-го скелета, частично обугленного, словно погибшего в гигантском пожаре. Размеры снова поражали. Судя по сохранившимся фрагментам, рост существа превышал 4 метра. Вокруг находились следы пепла, древние орудия и обугленные отпечатки рук, человеческих по форме, но в несколько раз больше обычных. Мельников осматривал находку молча. Внутри него нарастала странная смесь восторга и тревоги. Он понимал, что это не единичная аномалия, а утраченная глава истории. Вечером, когда солнце опускалось за скалы, один из студентов заметил, что почва у края раскопа словно вибрирует. Сначала решили, что это ветер или отдаленная техника. Ночью профессор проснулся от звука. Сначала он показался глухим ударом где-то под землей. Потом звук повторился, будто кто-то медленно бил по камню изнутри. Он вышел из палатки и увидел, как фонарь возле раскопа самопроизвольно погас. До утра никто не сомкнул глаз. На рассвете выяснилось, что верхний слой земли над скелетом приподнялся, словно нечто снизу пыталось выбраться наружу. Тогда Мельников впервые испытал настоящий страх. Он решил немедленно свернуть работы, но не успел. К полудню прибыли военные. Люди в форме без опознавательных знаков приказали остановить раскопки и изъяли оборудование. Один из солдат подошел к профессору и холодно произнес: «Вы подошли слишком близко к тому, что не должно быть найдено». В тот момент Мельников заметил, как из груды песка у ящика с костями выглядывает кусочек белого материала. Он быстро спрятал его в карман, не осознавая, что именно этот фрагмент изменит все. Вернувшись в Алма-Ату, профессор чувствовал опустошение. Все находки снова исчезли. Студенты разъехались. Один из них даже оставил учебу, не выдержав давления. Но в кармане пиджака Мельникова оставался тот самый фрагмент. Под микроскопом стало ясно, что это не камень, а часть кости. Поверхность имела странную кристаллическую структуру, мерцающую при слабом освещении, словно изнутри. Используя старое оборудование, профессор провел спектральный анализ. Результат оказался необъяснимым. В составе присутствовало редкое соединение, напоминающее кремний, но с молекулярной организацией, характерной для живых тканей. Это означало, что организм обладал свойствами, неизвестными науке. Ночью Мельникову позвонил неизвестный. Голос был низким и уверенным. Он знал обо всем, даже о спрятанном образце. Он сказал: «Вы нашли не то, что искали. Они не исчезли, они ушли под землю». Связь оборвалась. Через несколько дней профессор отправил фрагмент в Москву коллеге, антропологу Елене Власовой. Она провела независимый анализ и перезвонила в панике. Кость оказалась биологической. Ее возраст составлял около 30 тысяч лет, а ДНК совпадала с современной человеческой на 99%.
Отличался лишь ген, отвечающий за рост и прочность костей. Она сказала: «Если это правда, значит, мы не первые». На следующий день Власова исчезла. Ее данные были уничтожены. Позже старый геолог рассказал Мельникову, что в 70-е годы в этих местах находили подобные останки, а под землей обнаружили зал с десятками гигантских скелетов, который затем залили бетоном. Все сходилось. Эти существа жили рядом с людьми и были либо уничтожены, либо скрылись. Поздно вечером Мельников вернулся домой и обнаружил, что квартиру вскрыли. На столе лежал его фрагмент кости, на котором проступала прозрачная капля жидкости. Она медленно двигалась, оставляя светящийся след. В ту ночь кость начала излучать голубое сияние, техника отказала, а на стене остался узор, напоминающий ДНК. Позже в подземном комплексе Мельников увидел капсулы с телами существ, находящихся в состоянии сна. Одно из них дышало. Когда все обрушилось, он понял, что это не прошлое. Это настоящее. Позже ему прислали видео, где некоторые капсулы были пусты. Существа пробуждались. Он отправил материалы журналисту за границу и исчез. Позже в архиве нашли изображение кости с символами, похожими на руны, повторяющими одну фразу: «Мы вернемся, когда вы перестанете помнить». История профессора Мельникова исчезла из официальных источников, но каждый раз, когда археологи слышат странные звуки под землей, они предпочитают молчать. Потому что иногда прошлое — это не то, что ушло, это то, что ждет. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.